серый осенний день юная парижанка, как всегда, возвращалась домой из школы, надеясь сбросить с плеч тяжелый рюкзак и перекусить. Но когда она приблизилась к дому, ей повстречалась молодая девушка, завязавшая с ней разговор. Девушке не составило труда убедить девочку зайти с ней в ее квартиру. Школьница, вероятно, не видела в этом ничего страшного. В конце концов, это миниатюрная девушка, а не незнакомый мужчина, в голове которого могут роиться самые разные мысли. К тому же они соседки и живут в одном доме. Девочка последовала за новой знакомой. Но как только она зашла в квартиру, дверь захлопнулась и начался кошмар, который трудно описать словами. 12-летняя Лола Давье исчезла, и ее больше никогда не видели в живых. Была пятница, 14 октября 2022 года. Йохан и Делфин Давье ждали возвращения их дочери Лолы из школы. Девочка знала, что по пятницам семья уезжала в их родной город Бетюн в 3 часах езды от Парижа, поэтому понимала, что ей не стоит задерживаться. Лола росла очень послушной, никогда никуда не ходила без разрешения. Школа находилась всего в паре сотен метров от дома, так что девочка должна была войти с минуты на минуту. Поэтому, когда стрелка на часах перевалила за 16:00, а дочери все не было, родители знали, что что-то случилось. Йохан и Делфин Давье не только жили, но и работали в этом доме. Это означало, что у Йохана была возможность проверить видеокамер наблюдения, чтобы уточнить, не входила ли его дочь в здание. К его изумлению, девочка пришла 45 минут назад, и она была не одна. Она вошла вслед за девушкой, которую мужчина не узнал. Девушка сделала жест рукой, как будто приглашая Лолу последовать за ней. Судя по видео, девочка чувствовала себя не совсем уверенно, да и девушке как будто было не по себе. Родители передали фотографию незнакомки полиции. Делфин также разместила ее снимок в Фейсбуке и написала, что пропала ее дочь. Она описала, как была одета девочка, и добавила, что в последний раз ее видели в компании незнакомой молодой девушки. Женщина призвала всех, кому может быть что-то известно, обратиться в полицию или сообщить семье Давье. Этим постом поделились тысячи неравнодушных людей, а парижане вышли на улицы и приняли участие в поисках девочки. Поиски продолжались несколько часов, когда в 23:20 бездомный мужчина зашел во внутренний двор дома, где жила семья Лолы. Возможно, он искал место для ночлега или что-то подобное. Как бы то ни было, его внимание привлек большой чемодан. То, что он нашел в чемодане, заставило его немедленно броситься искать полицейского. Внутри полиция обнаружила тело Лолы. Последующая аутопсия показала, что причиной смерти стала асфиксия. Кроме того, на ее горле осталась глубокая рана, тело было в синяках и порезах. Преступник связал ее руки и ноги и прежде чем положить в чемодан, оставил одну странную финальную отметку. На ступнях Лолы красными чернилами были выведены цифры 1 и 0. Последний человек, видевший ее живой, та девушка, которая попала с ней на видеокамеры наблюдения. Но кем она была? У полиции не ушло много времени, чтобы найти ее, и когда они это сделали, у них волосы встали дыбом от открывшейся им истории убийства Лолы. Следователи решили досмотреть видео, которое начал смотреть отец девочки. Через 1,5 часа после того, как Лола вернулась домой в сопровождении незнакомки, та же девушка вышла из дома. Она переоделась в другую одежду и несла чемодан и 2 сумки поменьше. Это был такой же чемодан, как тот, в котором позже нашли Лолу. Стало ясно, что таинственная незнакомка как минимум причастна к произошедшему с девочкой. Полиция решила поискать свидетелей. Кто-то мог видеть, куда направилась девушка после того, как вышла из здания. И как оказалось, она безуспешно просила прохожих помочь ей с сумками, потому что они были тяжелыми, и она с трудом справлялась с ними сама. Несмотря на традиционную приветливость и отзывчивость французов, они не помогли девушке. Возможно, причина в том, что она выглядела и вела себя странно. Макияж на ее лице был смазан, и она бормотала что-то себе под нос. В какой-то момент она зашла в кафе и купила круассан. Чемодан в это время просто стоял посреди улицы, и прохожие задавались вопросом, что в нем. Потому что, по словам некоторых свидетелей, от него пахло хлоркой, и он был в каких-то красных пятнах.
но очевидно никому и в голову не могло прийти, что внутри находится тело человека. Один свидетель, который оказался находкой для полиции, тоже видел, как девушка вошла в кафе. Она обратилась к нему и спросила, не подвезет ли он ее. Девушка пообещала вознаграждение за помощь и заявила, что ей нужно доставить органы. Мужчина испугался и отказался подвезти ее. Однако он припарковал машину немного позади и видел, что она делала дальше. Девушка выглядела расстроенной, говорила сама с собой. Ему это показалось странным, и он продолжил наблюдать. В 18:30 подъехала машина. Водитель погрузил чемоданы и сумки в багажник и увез девушку. Так как свидетелю все это не нравилось, он записал номер машины и позже назвал его офицером. Детективы очень быстро нашли водителя машины, шофера такси Рашида. Он подтвердил, что знает загадочную девушку. Ее зовут Дабия Бенкерет, ей 24 года, и они когда-то встречались. Дабия позвонила ему и попросила помочь с вещами. Он приехал по ее просьбе, не задавая много вопросов. Рашид отвез Дабию к себе домой в Аньер-Сюр-Сен в пригороде Парижа. Там девушка попросила разрешения постирать вещи и приняла душ. Она одолжила вещи Рашида, пока ее были в стирке. Около 10 вечера они вышли перекусить, и когда вернулись обратно, Дабия решила, что ей пора домой. Но мужчина заявил, что он только что привез ее и не собирается проделывать весь этот путь обратно в такое время. Однако он вызвал для нее такси. Приехавший таксист увидел, что у пассажирки тяжелые чемоданы и поспешил помочь, но Рашид грубо осадил его и приказал не прикасаться к багажу ни сейчас, ни когда они прибудут на место. Дабия села в машину, назвала адрес, и они тронулись в путь. Когда они приехали, девушка, не выходя из машины, кому-то позвонила. Разговор проходил, мягко говоря, на повышенных тонах. Дабия просила о помощи, но ей отказали. Как выяснилось позднее, она звонила сестре, которая жила в том же доме, что и семья Лолы. Дабия просила сестру спуститься, впустить ее в дом и помочь занести в квартиру чемоданы и сумки. Но сестра, очевидно зная, что собой представляет Дабия, сказала: «Нет, нет, нет, я помогать тебе не буду, знать не хочу, что в этих сумках, и вообще не неси их сюда». Тогда, не придумав, что делать дальше, Дабия оттащила чемоданы и сумки во внутренний двор дома и просто выбросила их, после чего позвонила другу и напросилась к нему переночевать. Очевидно, избавившись от чемодана, Дабия успокоилась, и они с другом провели совершенно обычный вечер, смеялись, веселились, как будто ничего не произошло. Итак, всего через 2 дня после того, как камера сняла Лолу и Дабию вместе, Дабию арестовали. Детективы попытались узнать о девушке все, что можно. Она приехала во Францию из Алжира 6 лет назад с матерью и 2 сестрами. В 2018 году, через 2 года после переезда, полиция впервые услышала имя Дабии, но в качестве жертвы, когда она пострадала от агрессии со стороны своего молодого человека. В целом, родные и друзья описывают ее как очень набожного человека, а бывший бойфренд даже добавил, что она одержима церковью. Однако они поясняют, что она изменилась после того, как умер ее отец, остававшийся в Алжире, а затем в 2020 году из-за рака ушла из жизни ее мама. Дабия не смогла справиться с потерей, начала разговаривать сама с собой, стала агрессивнее и неуравновешеннее. Но известно, что ей были свойственны вспышки ярости еще до смерти матери. В июле 2019 года она вступила в перепалку с администрацией больницы. Когда ее попросили оплатить оказанную ей медицинскую помощь, Дабия разъярилась и набросилась на персонал, заявляя, что она не просила ее лечить, значит и платить за лечение ей не нужно. Девушку вывели из здания, но она пригрозила, что вернется, и добавила, что они не знают, на что она способна. Несмотря на эту вспышку ярости, у девушки не было приводов в полицию, когда ее задержали в августе 2022 года. Дело в том, что она уже не училась, и поэтому у нее не было права оставаться в стране. Но так как за ней не числились какие бы то ни было правонарушения, ее отпустили, предоставив 30-дневный срок для того, чтобы разобраться с документами или покинуть страну. Девушка не сделала ни того, ни другого. Она просто исчезла из поля зрения официальных органов. Она не работала, не имела постоянного жилья и официально считалась бездомной, хотя на самом деле переехала к старшей сестре. Ее сестра призналась, что Дабия уже некоторое время демонстрировала явные проблемы с психикой.
Она не умела справляться с неудачами, и всякий раз, как ей отвечали «нет», девушка просто взрывалась. Однако от лечения Дабия отказалась, и сестра не знала, чем еще она может помочь. Во время допросов Дабия несколько раз признавала свою вину в произошедшем, а затем отказывалась от своих слов. Когда полиция показала ей, в каком виде нашли Лолу, она заявила, что ей от этих снимков ни холодно, ни жарко, и добавила, что над ней тоже надругались, а родители умерли на ее глазах. Она рассказала следователям, что заманила Лолу в квартиру сестры, где заставила ее раздеться и принять душ. Дабия надругалась над ней, после чего связала руки и ноги и заклеила лицо скотчем. Как подтвердила аутопсия, в результате этого Лола сначала потеряла сознание, а потом и жизнь. Дабия, как ни в чем не бывало, выпила кофе и послушала музыку. После этого по непонятной причине полоснула безжизненное тело то ли ножом, то ли ножницами. Она призналась, что пробовала кровь Лолы, набрав ее в пузырек, но полиция не находила такой пузырек. Затем Дабия неожиданно отказалась от своих слов, заявила, что никогда бы не совершила ничего подобного с ребенком и обвинила в преступлении таинственного вооруженного ножом человека. Потом рассказала, что боролась она не с Лолой, а с призраком. Затем снова вернулась к своему первоначальному признанию, и на этот раз следователям, кажется, удалось узнать нелепый и оттого еще более бесчеловечный мотив преступления. Дабия рассказала, что незадолго до убийства она обратилась к матери Лолы как администратору дома, где жила ее сестра. Девушка попросила предоставить ей ключ-карту, чтобы она могла приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, а не просить сестру впустить ее. Делфин обладает такими полномочиями, но она отказала, потому что формально девушка не жила в доме, а была гостьей сестры. Дабия, не воспринимавшая «нет» в качестве ответа, затаила обиду на Делфин, и когда увидела на улице ее дочь, точь-в-точь копию матери, в ней заклокотала ярость, и она решила отомстить. То есть она совершила убийство, потому что в свои 24 года не привыкла получать отказы и хотела, чтобы все ее прихоти исполнялись. Следователи полагают, что в какой-то момент нападение из квартиры переместилось в подвал дома, где они обнаружили явные признаки борьбы. Определенные вещи указывают на какого-то рода ритуал, например, цифры на ногах Лолы и признание Дабии в том, что она отпила ее кровь. В любом случае, детективы уверенно отметают версию о торговле органами на черном рынке. Они считают это просто еще одним штрихом к психологическому портрету обвиняемой. Дабии предъявили обвинения в убийстве, насилии с применением пыток, жестоком обращении с несовершеннолетним в возрасте до 15 лет и сокрытии тела, за которое можно получить до 30 лет лишения свободы. Но, возможно, она действовала не одна. Изначально полиция арестовала еще 5 человек. Прежде всего сестру Дабии, ведь все произошло в ее квартире и подвале ее дома. Но затем полиция установила, что она ни о чем не знала и ее не было дома во время преступления. Еще 3 подозреваемых также довольно быстро освободили, а их имена даже не разглашаются. Но не все так однозначно с 43-летним Рашидом, бывшим бойфрендом Дабии, которого обвинили в сокрытии тела. Девушка утверждает, что именно он является организатором преступления. Не в его пользу говорит то, с какой резкостью он одернул водителя такси, который хотел помочь Дабии с чемоданом. Именно из-за этих слов на мужчину тоже пало подозрение. Знал ли он, что находится внутри? Он утверждает, что не знал, что было в чемодане, не открывал его и понятия не имел о его содержимом. На данный момент главный вопрос заключается в том, стало ли преступление результатом нервного срыва Дабии или решения отомстить Делфин. Если она нездорова, ею будут заниматься психиатры в соответствующем специализированном учреждении. Если же она в состоянии предстать перед судом, ее будут судить. В начале декабря эксперт-психиатр, который осмотрел Дабию, предоставил следователям свой отчет. Он описал ее как весьма опасного человека, но не страдающего психическим расстройством. Другими словами, хотя она не совсем в себе, это не делает ее сумасшедшей или неспособной ответить за свое преступление. Она в состоянии отдавать себе отчет в том, что ее поступок был ужасен, незаконен и ее должны судить. Конечно же, адвокаты Дабии будут настаивать на дополнительных консультациях со специалистами в сфере психиатрии.
Сейчас обвиняемая находится под стражей в одиночной камере в тюрьме в городе Френ. Это вторая самая крупная тюрьма во Франции, расположенная в окрестностях Парижа. СМИ сообщают, что она редко выходит гулять и любит смотреть телевизор. Якобы всякий раз, как о ней выходит очередной новостной сюжет, Дабиа радуется и не скрывает гордость за себя. Так как в течение нескольких месяцев до совершения преступления Дабиа жила во Франции незаконно, политики вцепились в эту историю, чтобы поднять интересующие их вопросы. Они поспешили заявить, что во Франции наблюдается недостаток мер против нелегальной миграции, потому что многие преступления, совершаемые в стране, происходят по вине мигрантов. Другими словами, выдворя они Дабию из страны вовремя, сегодня Лола продолжала бы ходить в школу, заниматься гимнастикой и фигурным катанием и просто наслаждалась жизнью с родителями и старшими братьями. Но родители Лолы полагают, что политики просто используют ужасную гибель их дочери, чтобы набрать политические баллы. Сами Йохан и Делфин решили, что им невыносимо тяжело оставаться в Париже, и они уехали в Па-де-Кале, откуда они родом.